Итак, всем привет! Когда я путешествую, со мной довольно-таки часто происходят забавные приключения, истории. И мои друзья и близкие всегда мне говорили, что мне стоит записать это на видео и рассказать это большему количеству людей. Итак, я поехал с другом в велопутешествие с Севастополя до Феодосии и решил записать об этом видеоблог. И получилось довольно-таки немало приключений. Мы решили ехать на поезде до Новоалексеевки и оттуда уже своим ходом до Джанкоя. Ничего, кстати, практически заранее не планировали. Выгрузились с вагона, собираем велосипеды. На станции мы узнали, что есть электричка, которая может нас довести до Севаша, и оттуда будет ближе немного до границы. По такой дороге, походу, придется ехать до границы. Санек что-то хмурый едет. Да, хмурый. Кстати, по такой дороге лучше ехать с полуспущенными шинами, так намного мягче. У Саня только что отпал баул по дороге. Профессиональный путешественник ездит с баулом только так. Дальше пошла такая вот трасса. Едем до пограничного контрольного пункта. Не одни мы такие путешественники, вон еще какой-то мужик. Древний монстр, убийца. Это на пограничном пункте такие живут. Кстати, на втором живут пауки. В общем, оказалось, что до Джанкоя нам ехать почти 40 километров, поэтому решили остановиться, переодеть шорты и обувь. В общем, еду такой по полю, обгоняет меня танк. Я его не стал снимать, как бы чуть стрёмненько, мало ли еще остановится, что скажет. В итоге только что обогнал его. Солдаты такие поражали. Типа что-то такое нас велик обгоняет. Пригазовывает сзади. Сейчас, походу, будет идти на обгон. Обогнал меня. След от танка. Только что попутчик нам этот встретился, словил какую-то колючку на обочине. Остановились, должны помочь, но он уже там сам заклеился, все. Говорит, что мы не ездили по обочинам, так колючек дофига. Еще сказал нам этот мужик, чтобы мы не летали по серпантинам, потому что, говорит, в прошлом году ехал, упал на гравии жестком и разбил себе коленную чашечку, даже так добирался домой. Он 2 месяца ходить вообще не мог. На одной ноге прыгал. Так что будем медленно, осторожно. Спросил только что у продавщицы таких персиков, как там добраться до родников. Угостили меня персиками. Подсказали нам местные, что тут есть родничок с питьевой водичкой. Так что в 40-градусную жару хотя бы немножечко охладимся. Вода просто ледяная. Посреди поля, вот таких огородов просто. А это, видимо, печально известный канал, который был перекрыт Украиной. И тем самым была перекрыта пресная вода в Крым. Вот он. Весь заросший камышом уже. Только что ехали по такой-то лейке, по Джанкою. А сейчас сядем на электричку до Севастополя. Какое-то непонятное здание за забором, какое-то ломаное, интересная архитектура. Мы еще до сих пор едем в Севастополь.
Наконец-таки добрались мы до Севастополя. Теперь будем искать место для ночевки. И завтра в Балаклаву. Едем сейчас в ночь ночевать на пляж. При этом навигатор нас почему-то ведет в гору. И уже высота 240 метров. Сейчас будем полночи, походу, спускаться с горы. Только проснулись, решили ночевать на этой горе. Она поднялась до 250 метров. И видели только, что выходили волка. Слышно, не знаю или нет. Завывает. Небольшой какой-то светлый волк. Я выходил чуть-чуть раньше, видел его. Может, это, конечно, и собака, но очень похоже на волка. А немного позже я обнаружил, что в палатке во сне я раздавил камеру об павербэнк. Наконец-то мы выехали к морю. Поднимались, теперь вот офигенный просто вид. Шикарнейший. Мы, походу, на территории какого-то заповедника сейчас. Он, тем не менее, какой-то мужик в военной форме подсказал нам дорогу. Подошли к обрыву, высота просто нереальная. Вон маленькие точечки, кораблики. Но вид, конечно, шикарнейший просто. Какой-то бункер. И вода идеально просто прозрачная. Слегка голубоватый оттенок. Да, вдали малюсенькая байдарочка. Офигенно. Здесь еще опасно ходить в велообуви, потому что шип скользкий довольно-таки. Летишь вниз и все. Круто. Вид, высота, не знаю, будет метров 250. Лететь, конечно, отсюда было бы далеко очень. Ну тут охрененно! Катались, нашли какой-то то ли дот, то ли что-то такое непонятное со времен войны. Просто с другой стороны от того обрыва с морем. Парковочка для велосипедов. Они еще и соединены. Ого! Сталкерство. Вот кто-то бульбан курил. Насыщенное путешествие, да? Тут целый бункер прям. Идем в темноту. Так прикольно ботинки. Капец, это бесконечное. Надо было на велике ехать. Вы едете в обратном направлении. Спасибо, Кэп. Кстати, такое как углубление, как от пуль.
Жесть, это самый большой бункер, который я когда-либо видел. Вы едете в обратном направлении. Вышел вообще с другой стороны горы, походу. Здесь завалено, все, видимо, взорвано. А здесь очень холодно, кстати. Заблудиться можно. Еще один туалет. Еще один выход. Вышли из бункера. Теперь придется возвращаться нам обратно, потому что там очень крутая тропинка. Приняли решение по ней не ехать, опасно очень. Поэтому сейчас объедем. Пойдем по автомобильному пути. Дорога просто жесть, ребята. Спуск нереально крутой по гравию. Санек меня уже успел обогнать тут. Это так себе, конечно, ехать с одной рукой. Справа какой-то карьер. Вижу. Внизу еще озерцо. Короче, дорога, оказывается, вела нас к карьеру. Видимо, раньше была дорога, а теперь вырыли ее, стал карьер. Приехали. Будем искать, как дальше добираться. Ищем объездную дорогу, пришлось ехать по такой жести. Заехал на гору. Вы едете в обратном направлении. Какая крутая дальше дорога пошла. А приключения продолжаются. Только что на Саню змея брызнула ядом, походу. А где она? Да, он там, в кустах, туда, в сторону. Возла. Осторожно, Лёш. Змею не удалось заснять, уползла. Попробую снимать чуть еще на ходу. Учитывая то, что я груженный, не знаю, как там Саня проедет. Я чувствую, видео будет не очень. Трясет неимоверно. Спрашиваем дорогу у водителя КамАЗа из карьера этого. Перед музеем подводных лодок нам удалось очень вкусно и недорого покушать. Такие довольны только что были. Наконец-то доехали уже до музея подводных лодок. Тут вдруг видим надпись. Вот такую вот надпись. Не особо нам, конечно, повезло. Вот схема, как оно там все внутри. И вот вход в сам музей. А это Балаклавская бухта. Вот чуть дальше здесь стоит такой специальный колокол. Подключается к подводной лодке, видимо, затонувшей. В него вылазят матросы, их вытаскивают потом наверх. Будем теперь ехать на пляж, покупаемся и в Ялту. Едем по этой бухте, параллельно лодкам, прикольно так. И нам сигналят. Даже байдарки есть. Нам вот так на байдарка было. Первый пляж, на который мы приехали, в Балаклаве, не особо, народу больше, чем говна.
Да. Покупались немножечко на пляже. Я другу дал очки для плавания. Ему так понравилось вообще. Открыли ему новый мир. Теперь с воды не вытащишь. Санек! Как очки тебе? Кстати, вода здесь, на удивление, не настолько теплая, как казалось бы. Довольно прохладно. Еще прикол, здесь почему-то по санитарным нормам запрещено купаться. Люди прям так и следуют правилам. Теперь движемся в сторону Ялты. Что-то дружбан мой сдает позиции совсем. Я уже заехал на горы, вот даже на горизонте нету. Беда. Здесь будет завтра-послезавтра происходить байкерское шоу, говорят, даже Путин будет поддержать. Байкерская тусовка такая. Танки стоят. И внутри в заброшенном здании виднеются палатки. Пока догонял Саню, встретил двух таких же, как мы. Лежат, отдыхают на обочине. С сигаретками такие ребятишечки. Говорят, из Московской области приехали на машине в Симферополь. И оттуда на великах до Ялты, на Ласточкино гнездо и обратно. Мы немного подустали, решили поехать на пляж скупнуться. Это дикий пляж перед самим Форосом. Вот такие места больше всего люблю для отдыха. Там никого нету. Вот так вот. Хотите такой же крутой загар? Мажьте кремом только плечи. В общем, остаемся мы на сегодня в Форосе ночевать, потому что Санек повредил все немного колено. Лучше переждать до утра, пока заживет. Да, Санек? Сейчас свалим в город. И я с собой, к сожалению, не брал футболочку. Буду так топлес. К сожалению, нам не особо удалось выспаться, потому что соседи по кемпингу оказались ночными гитаристами. Да и потом поднялся сильный ветер. Вот там какой-то утренний гость пришел. Кузнечик, что ли? Довольно-таки стрёмно выглядит. Эй, чувак. Кто такой? Чувак, Проезжай. в тоннеле в метре от меня машина остановилась. Врезалась почти. В общем, Саню в темноте не разглядел какой-то водитель. Но все обошлось. Потом мы обнаружили, что на такой жаре у нас заканчивается вода. И попросили у местных набрать немного. И продолжить наш путь в Ялту. Расспрашиваю, как нам удобнее будет доехать до Скалы Кошки. И у него во дворе живет прям таки табун котов. Спасибо большое.
Набрали в общей сложности 15 литров воды на двоих. Ехали по дороге, увидели какую-то тут смотровую площадку. Я решил подъехать посмотреть, они где-то там спереди, не знаю, подъезжают сюда, нет? Сейчас посмотрим, что тут с видом. Какая-то заброшенная будочка. Какой здесь открывается вид. Возможно, это есть колокольчик, я не знаю. Санек, идешь сюда? Так это походу и есть колокошка. В общем, некоторые люди нам сказали, что это гора-кошка, некоторые сказали, что это скала-кошка. Лезем на гору скалу кошку. Босиком будешь? В велообуви не особо удобно лазить по скалам, особенно у Сани пластмассовая подошва, железный шип, поэтому он и решил разуться. А у меня хотя бы подошва резиновая. Так, в следующей части я вскарабкаюсь на вершину скалы, а пока это конец первой части.